Насколько это крутая машина вблизи, вы только послушайте лязг гусениц и рёв двигателя. Это Т-10, последний бронированный Иосиф Сталин. Посмотрите видео до конца, и я вам покажу содрогающий душу выстрел мощнейшей танковой пушки. А я Даша, и я хоть и работала в секретном КБ, но такого раньше точно не видела. Это рев 12-цилиндрового дизеля 1958 года, и это Т-10, и он до сих пор на ходу. А теперь вопрос, почему последний и самый совершенный тяжелый танк СССР так и не попал в настоящий бой? Какие мифы мы про него знаем? И почему его до сих пор боятся даже современные дроны? Итак, поехали. Т-10 – это последний советский серийный тяжелый танк. Последний из в прямом смысле слова. Он родился в 1953 году, когда Сталина уже не было, а умер он в 1993. Тогда уже и не было самого СССР. 40 лет на вооружении. Это намного дольше, чем служили многие современные машины. После войны у нас на вооружении осталось несколько тяжелых танков. Это ИС-2, ИС-3 и ИС-4. Каждый имел свои серьезные недостатки. ИС-3 страдал от слабой трансмиссии и очень тесного боевого отделения. ИС-4 оказался слишком тяжелым. Он весил больше 60 тонн. Нужно было создавать что-то новое, надежное, более подвижное и при этом сохраняющее главную идею тяжелого прорывного танка. Работы вели в Челябинске, в конструкторском бюро под руководством Жозефа Котина. Машина сначала проходила под названием «Объект 730», но потом какое-то время ее еще и называли ИС-8. Но после смерти Сталина в 1953 году название изменили на Т-10, чтобы убрать слишком явную сталинскую отсылку. Ну а всего собрали около 1500 таких машин. Для сравнения, западные разведчики в свое время приписывали нам чуть ли не 8000 единиц подобной техники. И это типичная ошибка той эпохи, когда цифры часто намеренно завышали. Броня с рациональными углами наклона, тот самый щучий нос, только более отработанный. Лоб корпуса давал где-то 270 мм приведенной толщины. В общем, по бумаге машина выглядела очень достойной. Но когда начинаешь разбираться глубже, то понимаешь, что у нее было много скрытых сложностей. И первое, что бросается в глаза при детальном изучении, это теснота. 4 человека в боевом отделении. Заряжающему приходилось работать в очень неудобном положении, да еще с тяжелыми снарядами, которые весили под 25 килограммов. Боекомплект всего 30 выстрелов, и для тяжелого танка, который должен был идти на прорыв, это довольно скромно. Ну и второе – скорострельность. У него было отдельное заряжание и ручной досылатель. В реальных условиях это давало 3-4 выстрела в минуту, и на фоне того, что уже появились более современные решения, это было заметным ограничением. Третий двигатель – это тот же В-12, что и стоял на предыдущих ИСах, но в более тяжелом корпусе он работал с повышенной нагрузкой. Ресурс снижался, а замена в полевых условиях превращалась в настоящую проблему, ведь двигатель тяжелый и доступ к нему ограничен. И четвертое – это подвижность. По шоссе все было более-менее, но на пересеченной местности 52 тонны давали о себе знать. Глубокая колея, повышенный расход и запас хода в районе 300 километров. Ну и, наконец, самое важное – это концептуальное устаревание. Пока Т-10 доводили до ума, мир уже начал переходить к основным боевым танкам. Уже появились противотанковые ракеты, и один расчет теперь мог спокойно остановить любой тяжелый танк. Плюс началась эра композитной брони и гладкоствольных пушек большего калибра. Т-64, Т-72 по многим параметрам уже превосходили Т-10, и при этом они были легче и проще в эксплуатации. Поэтому в 60-е тяжелые танки постепенно начали выводить из первой линии, и к 90-м их полностью списали. Последний Т-10 сняли с вооружения только в 1993 году. Ну а срок службы этого танка, на мой взгляд, очень достойный. Ну а теперь поговорим о мифах. Что Т-10 самый живучий и практически неуязвимый монстр. Это первый из этих мифов. На самом деле в 50-х годах против тогдашних западных пушек он действительно держался очень уверенно. Но уже к середине 60-х годов ситуация сильно изменилась. Новые подкалиберные снаряды, кумулятивы и, главное, управляемые ракеты сделали его толстую броню уже не такой абсолютно защищенной. И еще один миф, что машина никогда не воевала. Технически это правда. Подтвержденных случаев боевого применения нет. Хотя некоторые западные источники до сих пор пишут про якобы египетские Т-10М в войне судного дня. Скорее всего, их просто спутали с ИС-3. Ну и третий миф, что его списали только из-за его веса и мостов. Вес действительно был предельным, но главная причина все-таки в смене военной доктрины.
Отдельно хочется сказать про танк Т-10М. Это самая массовая и самая продвинутая версия этого танка. Там уже стоял двухплоскостной стабилизатор, новая пушка с лучшей баллистикой, ночные прицелы для большей части экипажа, система защиты от оружия массового поражения и даже возможность подводного вождения до 5 метров. Это был последний серьезный шаг в эволюции советских тяжелых танков перед тем, как вся концепция полностью ушла в историю. Ну а теперь то, ради чего я вообще начала этот разговор. Этот танк в Кубинке. Я видела его лично, и это было очень сильное впечатление. Это Т-10М 1958 года выпуска, собранный на Ленинградском Кировском заводе. После окончания службы он попал на расстрельный полигон и долго служил мишенью. Его корпус был изрешетен, многие агрегаты повреждены, и ходовая часть находилась в плачевном состоянии. И тогда музейные ребята и энтузиасты взялись за его реставрацию. Работ было очень много. Заварили крупные пробоины от снарядов и пуль, восстановили посадочные места, полностью переработали подвеску. Ребята изготовили 98 новых торсионов с нуля, отремонтировали балансиры, амортизаторы, бортовые редукторы, восстановили орудия и также механизм поворота башни. А двигатель поставили с адаптацией, коробку передач восстановили родную. И в итоге машина снова поехала. А когда он заводится, это совсем другой звук. Низкий вибрирующий рев, черный выхлоп, запах солярки. Танк медленно трогается, разворачивается и едет по грунту. И при этом ты понимаешь, что перед тобой не реконструкция и не макет, а это настоящая машина 1958 года, которая только что вернулась к жизни после многих лет забвения. Когда я стояла рядом и видела его, как он движется, у меня возникло странное жуткое чувство. Мне всегда было интересно, почему именно такие машины вызывают у людей такой отклик. И, наверное, потому что они олицетворяют целую эпоху. Эпоху, когда еще верили, что тяжелый танк с толстой броней и мощной пушкой может изменить ход боя. Эпоху, когда конструкторы и инженеры работали на пределе возможностей, пытаясь создать идеальный баланс между защитой, огневой мощью и подвижностью. И Т-10 стал одним из последних представителей этой эпохи. Сегодня, глядя на него в Кубинке, я думаю о том, как быстро меняется мир. То, что еще вчера казалось вершиной инженерной мысли, сегодня может выглядеть уже как анахронизм. И при этом сама машина при должном уходе и любви людей остается живой, и, на мой взгляд, это самое ценное. Ну а сейчас, внимание, быстро! Снаряда обязательно